Знаете, кто открыл школу? Авиакомпания AirAsia. The students come from nearly 30 different countries, and the teachers come from probably 10 or 12 different countries. Классные стильные рубашки с логотипами. But for you, you were okay. You talk with them on the WhatsApp? No? Здесь одно из полей, оно сертифицировано FIFA. Здесь спортзалы, здесь у вас есть для кроссфита все, и сейчас проходит здесь индивидуальная тренировка. So instead of like doing PE, like learning, we mostly play games, not as like games. We play sports. Like for example, football is 2-hour session like matches. Вообще одна из топ девчонок в Малайзии, топ-теннисисток, 11-летних в Малайзии. Где круче, здесь или дома? Ну, мне кажется, тут. Вот грунт привозили из Франции. Вот здесь реально как заходишь, как вот в какой-то профессиональный театр. Это специально для групповых работ, видите, такое тоже зонирование. As I listened to them working with each other, they tend to figure it out on their own, proving to be more independent than actually going to, coming up to me and saying, "Sir, I don't know how to do this," and me telling them. Целый коридор, это как небольшой музей. Посмотрите на эти объекты. По-моему, это такой незабываемый опыт для детей. Ребят, смотрите, здесь в колледже, тут вот парковка, я заехал, получается, с той стороны, здесь поле для крикета, главный вход, ресепшн, и вот там, вдалеке, четырехэтажное, как мне это кажется, четырехэтажное здание. Вот это большое, это все здание для преподавателей. Все максимально охраняемо. Здесь даже у меня попросили, когда я въезжал, паспорт, несмотря на то, что я въезжал сюда на встречу, на съемки, все равно меня попросили зарегистрироваться. Вот там, в домике вы въезжаете, там ворота, там охрана. У вас сразу же регистрируетесь. Никто сюда не может проехать, пока не зарегистрировался просто так. Очень большая территория. Это видно сразу же, когда въезжаешь, зеленая территория. Здесь одна парковка. У вас, да, вот написано у нас паркинг. И дальше стоят такие стоечки с указателями, что куда. Кстати, очень удобно. И очень классно, что есть парковка. Да, кстати, можно вот сразу же посмотреть, что здесь есть у нас. Ресепшн, прямо. Тут это главное здание. Спортцентр. Направо, посмотрим его. Performing Arts. Это есть изобразительные искусства, когда вы рисуете, да, художественные всякие, лепите. А Performing Arts, когда вы выступаете на сцене, когда вы играете как актер, когда вы музыкальные какие-то представления. Это все Performing Arts. Так, и теннисный комплекс. У нас тоже его посмотрим. Вот, кстати, когда заходишь, макет стоит, сразу же можно посмотреть у вас, да, что здесь есть. Здесь, как они сказали, видите, регби, поля для регби, но здесь еще продолжается, получается. То есть вот здесь еще есть территория учебного заведения. Так, это у нас футбол, это вот где я шел. Вот здесь по вот этой вот, получается, дорожке я шел. Вот ресепшн. И здесь можно посмотреть, какая большая школа. Так, здесь у нас, получается, админ персонал, библиотека, математика, гуманитарные науки, языки, науки, футбольные поля, видите? Здесь, получается, это у нас крикет, там у нас футбольные поля, здесь регби поля, спортцентр, еще регби поля. Так, здесь девочки живут, здесь мальчики живут. Вот так выглядят дома сверху. Да, мы посмотрели. Можно даже на дроне не летать. Так просто посмотреть сверху и все. Art and Design. Искусство и дизайн тоже. Вот, кстати, история, да? То, что Ipswich колледж, Малайзия, у него история начинается из Великобритании, потому что есть Ipswich колледж UK, да, у которого 165 лет истории. Вот, и сейчас
мы с вами смотрим уже современный Ipsum в Малайзии. Знаете, кто открыл школу? Авиакомпания AirAsia, и ее владелец, он здесь председатель совета директоров и один из людей, которые, вот, собственно говоря, открывали Ipsum College Malaysia. Он учился в Ipsum College в Великобритании. Вот так вот. И магазин. Тоже очень крутая вещь, которую обязательно нужно делать вообще в любой школе. Потому что брендинг, когда у тебя есть форма классная в школе, смотрите, спортивная, пожалуйста, своя форма, да, любые там баскетбол, футбол, да, вот. Когда вот знаете там про форму мы говорим, у нас в большинстве многие противники формы, да, но когда у вас есть форма, блин, крутая, классная, классные стильные рубашки с логотипами, брюки, зауженные, не зауженные, юбки, очень много всего прикольного, да, свои там рюкзаки у вас, свои сумки, футболки, посмотрите, еще других цветов, кстати, с кем, с Лакостом, по-моему, да, Ipsum College, ну, крокодильчик, тут не написано, конечно, Лакост, они, короче, сделали похоже, как на Лакост, тоже крокодильчик. Ну, пожалуйста, любые там поло, да, рубашки. Вот для детей, посмотрите, ну классно же для маленьких. Смотрите, бомба, да? Вот такая шапочка очень прикольная. Вообще обязательно в каждую школу бы обязал бы, чтобы была своя форма. Потому что так у ребенка есть какая-то, вот знаете, вот ценность. Он выходит из школы, и он, блин, с вот этой вот формой, что он там учился, свои галстучки какие-то. Талисман вот у школы должен обязательно быть. Какой у вашей школы талисман? Это сестринское учебное заведение знаменитого Ipsum колледж в Великобритании. Собственно, программа британская. Учебное заведение большое. Здесь учатся дети всех возрастов от 3 до 18 лет. Язык обучения, конечно, английский. А основными предметами являются все тот же английский, литература, математика, физика, химия, биология, дизайн, искусство, музыка и бизнес. Можно ли учить другие языки? Конечно. Французский, испанский, китайский. С 7 класса включается обучение презентации самого себя и своих навыков. Выражение своих мыслей устно и на бумаге. Подготовка к обучению в вузе. В 9 классе появляются предметы, связанные с инвестициями и финансами. Полный перечень предметов вы можете посмотреть у нас на сайте www.maps.ru. Там же вы можете задать вопросы консультантам, которые всегда онлайн. Я вам тоже хочу показать сердце школы. Здесь вот этот вот этаж, я вам показывал только что внизу на вот этом макете, на плане учебного заведения, административное здание. И вот так это выглядит. То есть здесь преподаватели, персонал учебного заведения, вот здесь, допустим, главный менеджер. Ребят, медицинский кабинет, здесь 3 медсестры, 24/7. Здесь глава школы, хедмастер кабинета. Кстати, видите, все открыто. Все у вас стекла, то есть такого как бы офисного плана, как в бизнес-центрах, скажем так. Переговорная комната для проведения встреч, каких-то митингов, переговоров. I think what we offer is a really friendly environment where the students relax and feel comfortable quite quickly. They make good friends. Most of our students, if not all of our students, are kind people. There are, the boarding houses, they soon settle and they become really a part of a very tight community quite quickly. I have never worked in such a beautiful campus as this one at Epsom. I think the students just enjoy that we're at 80 acres. They can explore. They can use the football fields, the hockey fields, the swimming pools, the sports hall. It's all here to have a really active and enjoyable time beyond your lessons. 90% are coming from overseas in different countries. And yes, the vast majority do come from the UK, but we have some from New Zealand, we have a couple from South Africa, we have one from America. It's it's very international. The students come from nearly 30 different countries.
and the teachers come from probably 10 or 12 different countries. For us, lots of our students will go to the UK, but not all. So we have some studying in Hong Kong, some in Japan, some in Singapore, some in Australia. Some will go to America, and from here they go everywhere. The A levels that we offer from 16 to 18 are accepted all over the world. Вот здесь на стене показаны, значит, студенты, самые сильные, куда они поступили. Вот парень поступил в Гонконгский университет науки и технологий. Это топовые вузы вообще в азиатском мире, да? Национальный университет Сингапура, Лондонская школа экономики, у девочки университет Эдинбурга. Чтобы вы понимали, он по уровню на одной ступени стоит с Оксфордом, Кембриджем. Университет Бата, тоже в Великобритании, тоже очень сильный университет. Университетский колледж Лондона, UCL на химию. Это тоже топ-5 в Англии. Мы, кстати, интервью сейчас проводили в кабинете директора. Раньше был преподавателем физики, преподавал в Великобритании, потом стал директором одной школы. Сейчас вот он директор в Малайзии, 5 лет здесь, и ему грех жаловаться. Тут условия, честно говоря, для школы очень обалденные, очень крутые. Это сразу видно. И вот так вот выглядит, пожалуйста, у вас кабинет директора. I chose business accounting, economics, and DT. Accounting, yeah, we teach. There's a subject with Dr. Soraya. Yes. Yeah, she's very good. She's the best here. Second, it's who teach economics. Oh. Mr. Carroll. Mr. Carroll, yes, he's from America. Very And good he teacher. know Russian. And what do you think of living away from home? For me, it's easy, but for my roommates, it's very difficult. Why? Them always miss family, yes. But for you, you were okay. You talk with them on the WhatsApp? No? She likes to escape. You are independent. But here I have only 2 sports after school. It's badminton and CrossFit. One time for the 2 weeks we have trip. Only one time we Only one time. wasn't. Oh, okay. What else did you do on trip? Next trip we go to beach. We do lots of trips. So at the moment we have students in Chiang Mai going to Vietnam to play football. We have other trips we've been to the UK to visit Epsom College in the UK. So yes, we do try to take opportunities to visit many places and encourage the students to get involved. So with sport, we're in an organisation called Fabicia, which is the British schools across Asia. And so there's many opportunities to go and visit other countries to compete. Malaysia is perfect, especially for students who are developing their English skills. Because in Malaysia, almost everybody speaks good English. And so it's an easy place to travel, to explore, and to get help from people. And the Malaysian people are always very, very friendly and helpful. Что нам стоит ожидать от Малайзии? Во-первых, очень важная вещь. Сюда можно приезжать до 30 дней без визы. Второе. Климат. Здесь круглый год тепло. Третье. Расположение. По соседству Таиланд и Сингапур. А еще немногие знают, что здесь, например, есть курорты не хуже, чем на Мальдивах. Но Малайзия так не раскручена. Есть и потрясающие горы, и хайкинг-маршруты. You're filming vlog? Yes. Вот мне сейчас директор сказал иди сюда, открыл дверь, и вот здесь как раз в коридоре, когда вы заходите в театр, здесь висят фотографии с их каких-то классных там спектаклей, выступлений, перформансов. Вот здесь реально как заходишь как вот в какой-то профессиональный театр. Да, и вот здесь как раз вот вы покупаете билеты, и вот так можно выйти, just one second, и вот так можно выйти на балкон, сразу же вам покажу. Вы выходите, у вас балкон, терраса, да, терраса, балкон с видом
на поле. Здесь у вас поле, дальше у вас лес, там холмы с пальмами. Очень круто. Видите, здесь сразу же установки у вас стоят, барабаны, гитары, синтезаторы, фортепиано. То есть здесь еще выступление вживую делается. Why is Cambodia an impoverished country? The reason Cambodia is considered an impoverished country can be attributed to class situation and what the student looks like. The primary language used in the class is Khmer and Japanese. In some cases, English is also used, almost entirely killed. This event resulted in the complete stagnation of the government. Сейчас вышли, продолжаю, да, наш тур. Вот как раз мы были, театр там, дальше, вот где девушка наша ходит. И, значит, я спускаюсь, и здесь амфитеатр. Здесь тоже проводятся выступления. Вот, допустим, был Хэллоуин, здесь жгли костер. И вот так вы выходите, чем-то напоминает какой-нибудь футбольный стадион. И вы выходите сюда, дальше, на поле. Естественно, как любитель всего спортивного, я выперся на футбольное поле. Здесь может показаться, что это одно футбольное поле, но это будет фатальной ошибкой, потому что здесь несколько футбольных полей. Здесь на вот этой территории, только перед школой, здесь несколько больших футбольных полей. Здесь одно из полей, оно сертифицировано FIFA. То есть, представляете, да? Ну, тут куча видов спорта, которые есть в школе, но помимо вот этой кучи всей видов спорта, здесь еще есть академия. Академия — это где уделяется большее внимание каким-то конкретным видам спорта, то есть здесь уже так на профессиональном уровне готовишься. Здесь, значит, академия по футболу, академия по теннису и академия по гольфу. Да, здесь есть еще гольф. Доктор Стефан Фернандес Спортцентр. Ребят, смотрите, что такое вообще спортивный центр в школе. Чтобы мы понимали, это не просто спортзал, да? Я вам сейчас все покажу. Во-первых, вы пришли, да, вы можете даже посидеть. Здесь есть в спортзале есть отдельно вот такое вот место, где можно просто спокойно посидеть. Здесь, значит, здоровенный спортзал, да? Две баскетбольные площадки, можно ставить мини-футбольные. Значит, ворота там дальше, теннисные столы. Я вижу 5 штук теннисных столов. Вот у вас, да, видите, там дальше теннисные столы. Ну, это, скажем так, это достаточно популярная история, да? Но также, что у нас здесь есть? Сквош, да, мы видели 3 корта для сквоша. Фитнес-центр. Пойдем сюда. Сейчас я вам покажу новый, только что сделанный фитнес-центр. Видите, здесь спортзалы, здесь у вас есть для кроссфита, все. И сейчас проходит здесь индивидуальная тренировка. У них еще индивидуальные тренировки с персональным тренером. Здесь бассейн, футбольные поля, снаружи теннисные корты, танцевальная студия. Вот это все, это спортивный центр. Смотрите, здесь вот это, кстати, сверху старенькая фотография у них, но тоже можно видеть, да? Здесь как устроена школа и, в общем, спортивные все их дела тоже можно видеть по кругу школы. Здесь, значит, те ребята, которые стали известными, это выпускники школы. Здесь у вас есть и, пожалуйста, формула, малазийский чемпионат. Здесь у вас триатлет, парень, гимнастика, тэквондо, бадминтон, регби, крикет. Ну, короче, как это, зал славы, стена славы. И здесь по школе, если походить, здесь много всякой такой истории развешено по центру, по всей школе, в зданиях, в залах.
Каждый студент занимается хотя бы одним видом спорта. Теннис, хоккей, футбол, плавание, гольф, регби. Есть программы творческого направления. Танцы, фотография, йога, дискуссии. И мы идем дальше в бординговые дома. О, вот, кстати, отсюда можно видеть бассейн. Если мы будем смотреть на школу, на ресепшн, то за главным зданием будут дома. Значит, по правую руку это дома бординг-хаусы для девочек, по левую руку дома для мальчиков. Здесь территория, это все территория школы, это не территория какого-то отдельного там района, это все территория школы, пальмы. И, кстати, одна особенность здесь, кстати, в Сингапуре такие тоже особенности, что когда вы ходите на Пхукете тоже, была, когда я был в школе там, вы ходите по тротуарам, и у вас, видите, над всеми тротуарами навесы, потому что здесь достаточно часто идут дожди, вот, и чтобы вы спокойно себе шли, не промокая. Перед входом снимаем обувь, все, и заходим. Там, кстати, отдельно такой тоже здесь для обуви написано, у кого где-то имена написаны. Вот сразу же перед входом у вас такая зона небольшая, уличная. Здрасте, как ваши дела? Как у вас? Очень хорошо. Очень хорошо. Приятно познакомиться. Меня зовут Егор. Ива, меня зовут Крис. Очень приятно. Крис, откуда? Откуда вы? Америка. Из Америки. Откуда из Америки? В городе? Да. Питтсбург. А русский откуда знаешь? Знаю, потому что я жил в Казахстане 3 года. So we have 4 senior houses, 2 boys, 2 girls, Yes. and then there's 2 junior guy houses. Oh, okay. Okay, so junior guys are anywhere between year 7, year 9. I'm the assistant housemaster here. Yeah. So I'm second in charge. I live all the way upstairs. I'm Oh, okay. here all the time. Really, really enjoy it. So you all the time you're here? All the time. Basically, this is the pool area, Yep. the billiards area, billiards, yes. This is somewhere where they can go after the school day's done, pick up Yep. a game. I'll play with them. Yep. I'm the reigning champ. I don't know if you can see. So you create the game, you win the game, yeah? Sometimes I make them seem like they're gonna win. It's like 5 balls to 1, and then nice try, Yeah, guys. yeah. Let's see. This is our common room. We have all of our house meetings in here. We fit all 70 guys in here every single morning, every single night. Once again, as you can see, this is also a place we'll have backgammon going on. We'll have a couple mahjong games going on, Yeah. cards, Monopoly. But this is kind of like where we all congregate together. to And what enjoy. time you kick them out of Out of here? Of the house, out of here for classes? Oh, for classes? Yeah. 8 a.m. We meet down here at 7:55 every morning. And by 8 a.m., if you're not here, I mean, yeah, you get your bouts of homesickness. It depends on their age. The younger guys, definitely, you get some homesickness. You have the, if they're coming from the junior house to the senior house, you have the idea of, oh, I'm with the big guys now. You know, it can be kind of intimidating. The first week, you typically see the year 10s, they're looking at it. You know, they were big kids before, now they're small kids again. You know what I mean? You know, whether it's homesickness, whether it's the idea that they have more freedom, so they go a little bit, like they don't do their homework for the first 2 weeks, and then we have to kind of get on their tail and say, come on, come on, come on, you know. But nonetheless, it's a mix of away from home, yes, would be the biggest one, but that either comes out as homesickness or freedom. Yeah. So, but mainly they doing well, yeah? oh yeah. Give them 2 weeks, 3 weeks, and everybody gets into their new schedules, and everyone's up and awake, and you just have to kind of make sure that they keep on with their studies. And after about, I don't know, the first half of the first term, we see that a lot of them pick up their own responsibilities, and we just have to check and make sure that everything. Classes finish at 4 every single day, and then Monday through Thursday we have what are called super curricular activities, where all the students are required to pick an activity every single day, which goes from about 4:15 to 5:30, and it's not graded. It's not part of a curriculum. For example, the housemaster of this house, Mr. Richardson, he does chess and he does karate. So he has that twice or every single week, once a week, right? But the students will go every single day and they pick a different activity that they can enjoy. There's sewing, there's cooking, there's business studies, there's games, there's a bunch of sports.
video for Good. this, yeah. You need to take it off. Диско. This is actually for Deepavali. Да, ребята, вот, пожалуйста, можно обязательно поучиться. And who controls the studying period? You control the studying period? Me and the headmaster or the housemaster, and then we also have every single night we have a tutor who comes and sits with the students, and if they need help with whatever homework they have, then the tutor's there to help. I do find that the students who are here, the thing that's really cool that I didn't have growing up was I watch them help each other, and it's supposed to be quiet. It's supposed to be self study. So we have about an hour where you have to do your own work, and then we've opened up the opportunity for them to say, okay, the last half an hour, if you'd like to work together on something, then you can do that. Even my students, my economic, I have a bunch of my guys here are in my class. And I find that, as I listen to them working with each other, they tend to figure it out on their own, proving to be more independent than actually going to, coming up to me and saying, sir, I don't know how to do this. And me telling them, I think is valuable whenever it goes to, whenever they move on into A levels or whenever they move on into university. Because you don't have your teacher there all the time. Make sure this room's clean. Oh, Ben, you're great. Okay, so we have the senior students, so year 12 and 13, they have their own rooms. And it's an ensuite, so they have their own bathroom. They basically have their own desk, they have their own space where they can study and work. Everybody has a bed, everybody has a dresser, desk, sometimes they have a refrigerator. Year 10 and 11, they'll be triple up together, so you see we have a bunk bed. Это комната на троих. Там была комната на одного. Но, кстати, на троих, вы знаете, хоть вы втроем, на мой взгляд, я бы себе взял бы, вот, честно говоря, одно место вот в комнате для троих. Потому что сама по себе комната так побольше. Ну и плюс, на мой взгляд, веселее. Я сам жил в резиденции, когда учился в университете. Жил в резиденции, и было очень круто. Сначала с парнем итальянцем жил, потом с парнем из Одессы, из Украины жил. Вообще супер все было. У вас помимо того, что есть спортивный центр, у вас еще на 3-м этаже, здесь в бординг-хаусе, у вас тоже небольшой спортзал. Здесь гантельки, здесь турники, груша. У вас нет выбора. Если кто-то тренируется, тащит сюда вас, вам нужна мотивация, пожалуйста, приходите сюда. Ребята всегда будут, и вот House Parent будет всегда вас, скажем так, напрягать для того, чтобы вы занимались спортом. И здесь, кстати, в школе очень важно, вот мне сказали, что здесь оценивают спорт, и то, как ребенок активен, оценивают не меньше, чем оценивают человека академически. И смотрите, здесь вот, чтобы у всех была какая-то мотивация, здесь есть, допустим, каждую неделю какие-то челленджи. И в этих челленджах вы можете участвовать. Здесь, значит, кто, что, чего, сколько делает. Это тоже мотивирует других ребят, чтобы быть на этой доске и тренироваться. Ну и чтобы они возвращались, тренировались и достигали каких-то новых результатов. Очень прикольно, по-моему. И еще одна комната, которую я вам должен показать, это музыкальная комната. Здесь есть пианино, гитары, барабаны. Это именно такое для фана, скажем так, для развлечения, чтобы кто-то чем-то занимался. Но здесь еще есть музыкальный департамент. Вот мы с вами были в театре, там мы еще вернемся туда, и я вам покажу еще музыкальный департамент помимо этого. Но вы должны понимать, что в бординг-хаусе тоже у вас есть своя комната, где вы можете там спокойно повеселиться с друзьями, поиграть. So this one we actually, we have a name for every single one of the guys who lives here, right? Yes. So this is a list of everybody who lives in this house. Yes. Now it says they're all out, which means they're not in the house. Oh, okay. So if they're in here, they're in. Крис, кстати, очень классный парень, очень такой дружелюбный. Он сказал, что он работал несколько лет, преподавал в Казахстане. Вот, и, кстати, он приезжает в Алмату, то есть можно встретиться с ним лично будет. Ну, хотя это видео, когда выйдет, я не знаю, будет он в Алмате или не будет. Ну, в любом случае, ребят, то есть у нас часто приезжают в Казахстан, в другие страны представители. Всегда можно встретиться с нами, всегда можно встретиться в офисах, всегда можно пообщаться с представителями учебных заведений. Пожалуйста, там, с американцами, британцами, да неважно. Приезжают, делятся своим опытом, встретиться можно, пообщаться. Потому что часто из моей практики родители принимают решения, они не только выбирают школу, но они выбирают еще и людей. То есть они могут часто пообщаться с кем-то в школе и понять, что им это подходит.
language, good. And story. And it's got a good story. Excellent. Rest, not so much, is it? Good answer. Okay, Lister. Acting. Acting, of course, there was acting in there, wasn't there? We've got acting all over here. Good, there was acting. Yeah, Ellen? Because there's like modern musical instruments like drums and guitars. Good, we've got drum kit, we've got guitars, as well as the orchestra. It's time to play something from a musical. Let it go! Сейчас захожу в новый департамент учебного заведения, это искусство и дизайн тоже. Давайте посмотрим, что такое искусство и дизайн здесь. Это не там комнатка какая-то, да? Вот я просто захожу по коридору. И целый коридор, значит, когда я захожу в дизайн-центр, это как небольшой музей. Посмотрите на эти объекты, которые здесь сделаны. Видите, Art and Design. Дальше по такому коридору со всякими выставочными экспонатами, картинами, разными статуями. Мы попадаем в вот такой огромный центр искусства и дизайна. Ну, разве не круто? What the students can do here in art and design? Drawing, architecture, and then we try to explore things like digital, like sculpture. The drawing with tablet. Yeah. With tablet, we also teach them how to use 3D software, how to build in 3D, and then we also do a bit of like 3D printing and all this stuff. Yeah. They will build things with paper. They build everything on paper. So I built this. So they and then cut it out. Then they have like a template. They have to cut everything out and they put everything together. So then once they're done, then they can do whatever texture they want on top. Then it's like a paper sculpture. Oh. So it's like a sculpture, but it's made of paper. Textile like this one. So it's like a new Dolce & Gabbana. Yeah? New Dolce & Gabbana, or like, you know, the fashion brands. Yeah. The next Prada, this one. And what you do here? You work with dye. Dye. Yeah. And this is like your picture. Project. What's your project? Yeah. It's part of my art portfolio for A+. Art portfolio. Okay, good. This is my final year. Yes. Final year. Yeah. And do you have like any plans of going to the uni? I'm planning to go to UK. Which one? Fine Arts, Central St. Martins. И вот тоже студенты, видите, как сделали, допустим, здесь макеты зданий, и дальше у вас, я не знаю что, ну, короче, как Голливуд, только здесь местный, наверное. Вот это, видите, текстуры такие жесткие, да, получается, холм, маяк здесь, да, все это сделано. Плюс художественные, да, ну, всякие исполнения, вода, а вот это напечатано на 3D принтере. И вот эти вот тоже, получается, 3D принтеры. Прикольно, да? Столовая в виде буфета. Сейчас мы посмотрим. Азиатская кухня. Здесь, конечно. И посмотрим, что еще помимо азиатской. Вот помимо общей столовой, где все едят, у вас есть еще кафе. Если вы хотите посидеть, выпить отдельно кофейку с пироженкой, то вот, пожалуйста. И сразу же, опять же, с выходом на вот эти мои любимые футбольные поля. Ребят, смотрите, значит, из одного здания я вышел во внутренний двор, и здесь стоит вот такой контейнер в школе. Молодцы, да? И взяли, сделали кофейню, но она работает вечером, сейчас она в данный момент не работает. Сейчас день, потому что сейчас ребята учатся, а потом вечером это все будет работать. Вафли, кофе, дровяная печь для пиццы.
сейчас в библиотеке школы, покажу вам и библиотеку, и плюс у меня здесь встреча сейчас с семьей, с мамой и с ребенком. Ребенок, который учится, ну и, собственно говоря, мама ребенка, который учится здесь. Просто интересно, как бы с позиции родителя, вообще как учиться здесь в Малайзии, что представляет из себя школа и библиотека, да, сразу же, раз уж я здесь. И здесь свой ресепшн, то есть здесь как будто из школы зашел еще в одну школу. Здесь у вас, значит, отдельно зоны для взрослых, плюс есть отдельно библиотека Prep School, то есть для подготовительной школы библиотека для малышей. Здесь, значит, видите, так сделано прямо на полу, такие у вас специальные места для всяких книжечек. Тут у вас мини такая небольшая сцена в форме лесенки, где дети, я так понимаю, сидят и слушают. Ну и здесь тоже еще такое продолжение литературы. Да, и библиотека достаточно большая, тоже с разными зонами. Значит, видимо, плюс выход у вас дальше, стекла у вас, получается, за ними идет сад внутренний, очередной внутренний двор-сад. И тут еще хочу показать прикольная вот такая штука для совместных занятий. И здесь для индивидуальных работ еще такие вот столы. Да, и здесь мы тоже видим, что вот я был на той стороне, у нас двор, да, и на этой стороне у нас получается еще такой сад, двор, много зелени, везде много открытых пространств. А это чуть выше библиотеки, это специальная учебная зона, учебный центр для старших классов. То есть это место, где они могут заниматься, учиться, работать над своими проектами. Тоже такой большой открытый open space. Даже я сейчас разговариваю, никого нету, и эхо такое прям идет. Тоже, кстати, очень прикольная зона. Я, честно говоря, не помню, чтобы я где-то в школах подобное видел. Это специально для групповых работ. Видите, такое тоже зонирование. Первая школа, где мои дети учатся, это, в принципе, третья школа. Были в другой школе, но она была очень маленькая, как бы развитие там немножечко приостановилось, и поэтому мы выбрали Эпсом. Вот это третья школа. Во-первых, это boarding school, и это означает, что дети живут на территории школы, и что, по-моему, это такой незабываемый опыт для детей. То есть у них много общения со сверстниками. Плюс мои дети очень спортивные, и они как бы в командах спортивных, вот, и тренировки есть до школы, до начала занятий, после, потом много соревнований. У меня 3 детей. Вот сейчас вот эти двое, да, как бы мы живем на территории школы, они живут со мной. То есть мы получаем как бы и вот этот бординг опыт, да, и в то же время они с родителями. То есть мы не скучаем, они не скучают. Но у меня есть старший сын, который учился в Англии. Он учился в Англии 2 года, boarding school находился в Ирландии, в Дублине. Как бы там было очень сложно, потому что это был первый наш ребенок, и отпустить его было как бы тяжело. И, наверное, вот его бы я отпустила, может быть, но а дочь, наверное, вряд ли. Как бы тяжело расставаться, но в то же время есть возможность много общаться. Вот когда сын жил в Англии, мы 6 раз в год прилетали в Англию, забирали его из школы во время каникул, путешествовали в Европе, как бы в Англии, мы все там объездили. Отличие от этой школы и школы в Англии — уровень языка среди детей. Образование все равно, учителя очень высокого уровня, очень квалифицированные, они дают очень многое. Уровень английского у детей тут ниже, чем был бы в Англии. То есть вот это вот разница. А вот здесь в школе что делается, если у ребят английский слабый? У них есть специальные уроки интенсивного английского, называется EL, то есть English as an Additional Language. Это 15 часов дополнительного английского в неделю, как бы достаточно много. Мы сейчас в классе английского языка. And when his wife, Marina, was dying, he lay for 5 nights on an area of linoleum flooring.
Does anyone know what a stork does? It is a migrating bird. Why is there a migrating bird in this story? May I say some words and you can tell me if I'm pronouncing them correctly? Yes, of course. A hard-boiled egg. She peeled it silently. He saw Lydia turn to him for a moment and look very seriously into his eyes. May I help you? Corrected Lydia. May I help you? Repeated Lev. Go on. Said Lydia. Stop. Said Lev. B&B? No. Stalk. Said Lev. Куала-Лумпур. Город не маленький. Население почти 2 миллиона человек. С пригородами, по некоторым данным, около 8 миллионов. Когда попадаете в центр, есть сразу ощущение, что вы находитесь в крупном мегаполисе. Я приехал сюда после Бангкока, и сразу, что бросилось в глаза, здесь значительно аккуратнее, и средний уровень английского у жителей здесь выше. Население очень многонациональное. Разнообразная еда, куча праздников с разными традициями. Жизнь в сравнении с другими крупными городами значительно дешевле, особенно в плане питания, общественного транспорта и жилья. В городе хорошо развита инфраструктура, включая современные торговые центры, общественный транспорт и медицинские учреждения. Что будем смотреть в самом городе? Обязательно башня Петронас и пещеры Бату. Башня — это символ города. Самые высокие башни-близнецы в мире, и на момент постройки выше этих зданий вообще ничего не было. Любителям шопинга рекомендую посетить торговый центр на нижних этажах. А если вы приехали с полными чемоданами, то поднимитесь на смотровую наверх и посетите двухэтажный Скайбридж. Пещеры Бату — это известняковый холм, в котором находится ряд пещер и пещерных храмов. Главный храм посвящен богу Мурагану. Здесь же у входа стоит гигантская золотая статуя этого божества, вы точно ее не пропустите. Вы не сразу попадаете в пещеры. Вам сначала надо подняться по крутому пролету из 272 ступеней. Дополнительный челлендж — это убегать от обезьянок, которые здесь очень любопытные. В пещерах 3 основных зала. Самый большой и впечатляющий — соборный, также известен как храмовая пещера. Тут находится несколько индуистских святынь. Потом вы спрашивали насчет уровня жизни, аренды. Однозначно тут другие цены. Тут можно позволить себе больше, чем, например, можно позволить себе в Москве. Снимать квартиру в Москве, ну, я скажу, мы снимали двухкомнатную там маленькую квартиру, не в центре города. За эти деньги можно снять тут двухэтажный дом с садом. То есть вот просто, чтобы вы понимали разницу, мы жили в доме с великолепном компаунде со всеми facilities, и теннисные корты, и бассейны, и джимы, и все-все-все. Это стоило дешевле, чем двухкомнатная квартира в Москве. Малайзия дает, конечно, невероятные возможности для путешествий. Ну, климат, естественно, тропики, то есть, пожалуйста, любые каникулы на пляже, там, куда угодно. В самой Малайзии мне очень нравится восточное побережье, это где Южно-Китайское море, но там великолепные острова, прозрачная вода, великолепные возможности для погружения с аквалангом. Тут есть Пенанг, великолепный остров, и культура, и природа, все что угодно. Есть Ланкауи, очень известный остров, то есть национальные парки великолепные, то есть путешествий масса. Потом AirAsia, вот эти авиалинии, они действительно очень много connections с другими. Network большой. Да, очень. Вот, например, прошлые выходные я летала в Гонконг на 3 дня. Просто вот за буквально 4 часа в Гонконге 3 дня провела, вернулась.
Пляжи и курорты. Один из таких вариантов — Лангкави. Это архипелаг, здесь более сотни островов. В 2007 году Лангкави был объявлен глобальным геопарком ЮНЕСКО. Тут есть канатная дорога, которая доставляет посетителей на вершину горы Матцинканг с панорамным видом. В другом случае вы можете отправиться на Борнео. Это третий по величине остров в мире. Разделяют его 3 страны: Малайзия, Индонезия и Бруней. Малазийская часть Борнео, известная как Восточная Малайзия, состоит из 2 штатов — Сабах и Саравак. В Сабахе находится гора Кинабалу, самая высокая вершина в Юго-Восточной Азии. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и популярное место для трекеров и любителей природы. Гора известна своей флорой и фауной, в том числе рафлезией, самым большим цветком в мире. Борнео также является одним из последних мест обитания орангутанов. Химия есть, биология, физика, есть математика, английский. Может, по-английски? Так, Если что-то нужно, переключайся. Есть physical education и есть games. Games is a 2-period lesson. It's on Tuesdays. So instead of like doing PE, like learning, we mostly play games, not as like games. We play sports. Like for example, football is 2-hour session like matches. And what language for you is easy to speak, Russian or English? I think English. It's way easier for me. У нас постоянно такие вот, не то что arguments, но такие немножечко даже конфликтные ситуации. Я настаиваю, чтобы дома говорили по-русски. Особенно, чтобы дети между собой говорили по-русски. И вот тут вот начинается проблема. Они тут же переключаются на английский. Да, есть какие-то любимые предметы. Физкультура, точно. Я очень люблю спорт, я очень люблю бегать. Тут есть 2 академии. Есть гольф-академия. Тут есть очень крутой, сейчас строят, почти достроили golf driving range. И есть теннисная академия Патрик Мортаглу. Очень тоже хороший уровень. Это прямо на территории? Да, это на территории. Есть borders, которые остаются, и турниры тут делают, по всей стране приходят. По нашему возрасту 13 лет первая ракетка Малайзии приехала на тейстер. Ему понравилось, может быть, он в следующем году присоединится. А ты занимаешься теннисом или гольфом? Футбол. Футбол? Да, я футболист. И ты тоже в академии футбольной? Да, тут Ла Лига академия, очень хорошая. Я сам играю в тоже клубе Ла Лиги, Villarreal. Villarreal? Да, они выиграли Europa League 1 раз. Малазийская? Да. Да, мы соревнуемся, но мы в страны, я думаю, другие еще не будем ехать с этой академией в Таиланд школе. на следующей неделе. Ну да, Таиланд в следующей неделе, но это как школьный турнир. По футболу мы ехали несколько раз, уже, я думаю, 3 турнира. Один в другой штат Малайзии, и 4 часа отсюда. Да, вот здесь, смотрите, вы видите, получается, у вас 2 грунтовых корта. Это вообще уникальные для Малайзии, для Азии корты. И здесь вот этот вот грунт привозили из Франции. Там дальше у вас обычные корты и открытые потом еще корты. Всего 11 кортов. Я думаю, что вы все знаете Dunlop и Essex. Они спонсируют здесь теннисную академию. Сейчас, кстати, говорили на одну из таких интересных тем по поводу онлайн-обучения. Есть кто-то за обучение онлайн, есть кто-то против обучения онлайн. Давайте я скажу вам сильную сторону обучения в онлайне. Да? Вот здесь девочка, которая тренируется по теннису 11 лет, у нее очень-очень одаренная она, да, теннисистка. И мы разговаривали с тренером, я спрашиваю, сколько вообще тренируются ребята, вот 10-11-летние, которые занимаются вот теннисом. Он мне говорит, вообще, значит, у нас 10 часов в неделю дети должны провести на корте. 10 часов в неделю. Он говорит, плюс к этому мы добавляем фитнес. У любой из теннисистов, который
мало того, что как бы у него есть техника, да, он должен физически быть очень сильным, да. И это, он говорит, это еще не супер-про-атлеты. Он говорит, это те, кто занимается в академии. А есть про-атлеты. А те, которые про-атлеты, он говорит, что может спокойно доходить там, до 4 часов в день, это именно спорта. 4 часа в день спорта. Плюс к этому добавьте там питание, там, да, вот эти вот все дела. И что у вас получается? Что у вас, по сути, полдня это спорт. Он мне говорит, что ребята, которые на таком уровне, и ребята, которые, ну, допустим, там девочка 11 лет, они занимаются в онлайне. Потому что он говорит, мы не можем ходить в школу на уроки во время стандартное, которое ходят все дети в школы, поэтому он говорит, мы вынуждены брать онлайн обучение для того, чтобы учеба подстраивалась под них, а не они подстраивались под учебу. Потому что у девочки очень большие перспективы в плане тенниса. Она уже сейчас в своем возрасте здесь, да, там на топ-уровне в Малайзии, у нее соревнования по Азии, плюс, да, то есть как бы как тренер говорит, а тренер разбирается, особенно тренер, который тренировал в Европе, он сам в Греции, да, там в Греции тренировал, в Европе тренировал, в Австрии тренировал топовых спортсменов детей. И он говорит, что ребенок еще готов ментально, да, то есть мало того, что она спортивно готова, быть спортивно готовым, классно играть здесь, это одно, а когда ты выступаешь уже на турнирах, когда ты едешь за границу, когда ты делаешь вот эти вот все тренировки за рубежом, это совсем другое. И поэтому он говорит, я вижу, что спортсменов профессиональных, он говорит, их ничтожно мало, которые, да, выходят потом на уровень. Но я, говорит, уже из своего опыта вижу, у ребенка очень большие задатки для того, чтобы быть супер профессиональным спортсменом. Поэтому как раз вот для детей такого рода это одна из причин, когда родители выбирают онлайн обучение. Друзья, если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте лайк, не забывайте писать комментарии, о чем вам еще интересно узнать, это помогает в развитии нашему каналу. Если вам интересна учеба за границей или иммиграция через образование, подписывайтесь, следите за нами в Instagram, Telegram, также на YouTube. Не забывайте, что у нас есть сайт www.maps.ru, где мы отвечаем на все интересующие вас вопросы. Пока и увидимся в следующих выпусках.